квинтэссенция происходящего. Это, с одной стороны, огромная очередь на заправку с бензином, с другой стороны, горящий склад Каледино Wildberries. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня посмотрим то, что происходит на самом деле в России, реальную картину. Ну и в конце вы увидите, какая цена этой движухи и то, что показывают официально по телевизору. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк, не переключайтесь. Ну что, ситуация, мягко говоря, критическая. Цены на зерно ниже себестоимости, поэтому я прекращаю закупку зерна. Ну что я хочу сказать, ситуация обостряется на зерновом рынке. В Новороссийске, по моей информации, взорвали кран, который грузит в барже. То есть, вероятнее всего, там приемка остановлена надолго. Порты Юга остановили приемку сельхозпродукции. Цена на зерно летит вниз, но при этом всем его даже некуда продать. 10 утра. В 5 утра мы простояли 1,5 часа, перед нашим носом было 2 машины уже и закрыли колонку, все колонки, сказали, что теперь до 8 утра заливают только топливные карты. Вот приехала стоять в очереди, очередь около, больше километра, может даже 1,5-2 километра. Думаю, что часа полтора я здесь зависну. Движуха. День сурка. В начале июня была первая очередь, которая оставала на заправке за бензином. Сейчас повторение. Но официальные власти об этом ничего не говорят, в новостях ничего не показывают. Смотрите дальше. 95-го вообще жесть как нет. Ай, беда. Понимание картины. Очередь, и там еще сверху очередь. Я стою уже 40 минут, ничего не двигается. Ну что, в Москве опять закончился бензин, и прямо сейчас стою в очереди на заправку, говорят ждать 30 минут, но начинаешь замечать плюсы. Рядом Ростикс, и ребята подходят, говорят, вы все равно будете полчаса здесь стоять, давайте мы принесем вам сюда еду. Мне кажется, ребята знают, что вы будете стоять там не полчаса, а намного дольше. И еда вам точно понадобится. А это сегодня Верховный суд России рассматривает апелляцию партии «Яблоко», которая пытается баллотироваться в Государственную Думу в сентябре. Ее сначала отменили, сейчас апелляция идет. Но суть в том, что эта партия сказала 2 слова «за мир» и «против войны». Что нужно еще людям? Я Виктор Кулёв, свидетель по заседанию, которое сейчас идет, по апелляции. Пойдем. Проходим полностью, покидаем помещение. Улицу? Господи, а почему? Образованные полицейские. Просто спросил ОМОНовца, ОМОНовец говорит, отойдите, не толпитесь. Вот, молодой человек спрашивает, представьтесь. Его просто схватили под руки и потащили, ничего не объяснили. Потом, когда толпились у дверей, они говорят, что это не толпитесь, и тоже просто нескольких там девушек, они просто тащили. Как это? А за что вы задержали его? Не знаю, просто хочу гулять, я иду гулять. Вот это я понимаю. Верх демократии. Если просто хотел прогуляться или даже поддержать свою партию возле стен Верховного суда, это невозможно. Всем привет, меня зовут Ксюша, я россиянка, переехавшая из России в Украину во время войны. Вот это я понимаю. Есть и такие люди. Хочу поговорить о том, сколько стоила сегодняшняя атака на Киев и сколько детей в России можно было спасти на эти деньги. Сегодня ночью Россия выпустила 6 ракет «Искандер-М» и 106 ударных дронов «Шахед». Одна ракета «Искандер» стоит около $3 миллионов. Один «Шахед», по данным пропагандистского телеканала «Царьград», стоит $27 тысяч. Если все это сложить, одна сегодняшняя ночь обошлась примерно в $21 миллион. А по нынешнему курсу это около $1 750 миллионов рублей. Эти деньги ушли на то, чтобы принести смерть и разрушение в чужой город. В России сегодня работает благотворительный фонд «Алеша», и прямо сейчас он собирает деньги на лечение 32 тяжело больных детей. Это обычные российские дети, и без лечения они умрут. Одна ракета «Искандер» стоит 252 миллиона рублей. Всего одной этой ракеты, которая сегодня улетела на Киев, хватило бы, чтобы полностью оплатить лечение Ромы Эрфурта и спасти ему жизнь. Лечение сразу всех 32 детей фонда стоит 391 миллион рублей. И это меньше, чем цена 2 и 6 ракет, которые были выпущены сегодня. И это не самая большая атака. Бывает и побольше. Если бы деньги, потраченные за одну ночь, отдали больным детям, спасли бы всех до единого и осталось бы больше $1 миллиарда. Но этих детей, скорее всего, не спасут. Их родители будут собирать деньги при помощи фондов и чужих людей, потому что на лечение российских детей у страны денег нет. На ракеты по Киеву деньги есть всегда. И причина у всего этого до отвращения простая. Нам скучно. Застой. Хочется движухи. Вот и весь ответ. Наших больных детей не спасают, потому что одному деду захотелось движухи. Помните об этом, когда пойдете голосовать в сентябре. А вот, собственно, и выпуск вестей.
которые были выпущены в воскресенье, и подвели итоги. Никто ни разу не показал, не сказал о атаке Новороссийск. Никто ни разу не сказал про проблемы с бензином, про зерновой возможный кризис, который будет. В общем, пропаганда работает, и все у них хорошо. Так что послушайте. Последнее предупреждение. Мы всегда должны очень серьезно относиться к заявлениям Владимира Путина. Он, как правило, не пустословит. Почему Итуруп никогда не станет Это-Рофу? Путин впервые на Курилах. Представляете, вот этой женщины была судьба Путина в руках. Накормила его икоркой. Как она могла бы изменить все? Японцы страдают Англичане ухаживают за японскими могилами. и готовят ответ. Когда нас учили в школе, всегда строго говорили, не забудь нарисовать эти острова. Не вздумай их отрезать. Когда скифы из Новосибирска изменят нашу жизнь? Все удалось, все сделано. Как живет кузница интеллектуальной элиты? Ой, здравствуйте! Как дела? Мы очень рады вас видеть. Каким торжествам отсылает польский парад? Когда Варшава заявит права на Львов и восточные Кресы? Мы должны взять ответственность. То есть они еще и запугивают своих, что Польша скоро будет нападать на Украину, наращивает свою армию. Это, я понимаю, работает. За Пропаганда. Европу, за НАТО. Как в Киеве встречают коновальца. Слава Украине! Беснуются на костях. Панцири и К-52 на страже московского неба. Оказывается, на страже московского неба есть и панцири, и вертолеты. Но почему-то каждый день там то НПЗ, то склад, и по очереди. Два типа ракеты. Кадры, которых еще никто не видел. Какие цели брали? Вот такую птичку. От Владимира Соловьева. Это надо быстро. Как отвечаем Киеву на удары по гражданским? Вот, собственно, вот это вот цена, которую могли бы полечить детишек, отстроить свою инфраструктуру. Они предпочитают это все отправлять, показывают, рассказывают это по телевизору своим патриотам, которые верят в это все и Как в поддерживают. Германии оживают тени нацистского прошлого. Ну, ведь больше русских. И что за нацисты и после войны оставались для немцев героями? Мистер Шмидт, БФ-109. Примерно таком летал Эрик Хартман, майор, Люфтваффе немецкий. АС. Как немцев перевоспитывали в Красногорске. Русский язык изучали по Евгению Онегину. Евгению Онегину. Это была идея самого курсанта. Шпиономания в Берлине. В русском доме полно разведывательной техники. Михаил Антонов и наш посол Нечаев из легендарных коридоров на Фридрихштрассе. Они могут его просто опечатать, продать, подарить Зеленскому. До таких крайностей делать не дойдет. Чайник. Уникальный репортаж из русского дома. Триумф Грации во Франкфурте на Майне. Ну и далее идут новости спорта. Вот это я понимаю. Пропаганда работает. Патриотам влили в уши, на вентилятор понабрасывали. Они верят, что они там побеждают и делают бравое дело. Ничего о проблемах с бензином, электричеством, в Крыму в том числе. Логистика разрушенная. В общем, все по плану. Друзья, прошу поддержать канал. Напишите комментарий, поставьте лайк, подпишитесь. Спасибо за просмотр и до скорых встреч.